Четвертый раз наша страна встречает День Победы в условиях полномасштабной войны. Недавно я посмотрел советскую эпопею освобождения. Там в конце была песня «Четвертый год, соленый пот и кровь рекой». Думаю, когда снимали фильм, никто в самом страшном сне не мог себе представить, что строчка про четвертый год и кровь рекой может снова стать актуальной, да еще и война будет против Украины. Были тогда живы еще многие фронтовики, которые очень не любили говорить о войне, но часто повторяли «берегите мир». И когда приходили в школы, просили ребят об этом – беречь мир. Когда уже в 21 веке поколение участников Великой Отечественной войны стало уходить, у российских властей появилась возможность использовать память о войне по-своему, извратить все смыслы, а День Победы превратить в карнавал. Причем очень воинственный и злой карнавал. За время нынешней войны мы много говорили о такой карнавализации на этом канале. Почти каждый такой выпуск набирал по многу просмотров, потому что тема для наших граждан важная, близкая и болезненная. А главное, имеющая непосредственное отношение к нашей жизни. Тут не абстрактный спор о символическом. Победа в 45-м используется как обоснование для новой кровопролитной войны. Однако впервые мне пришло в голову записать о том, что с нашим Днем Победы что-то не так, очень давно, в 2015 году, 10 лет назад. Когда мы еще из нашего офиса на Тверской в Москве вели оппозиционные избирательные кампании и делали некоммерческую организацию для улучшения городов. Вот здесь вы можете по ссылке посмотреть то видео. Если посмотрите, напишите, как прозвучит сейчас то, что я тогда в мае 2015 говорил. Небольшой фрагмент. Пока были живы ветераны и командующие войсками, невозможно было себе представить таких празднеств и торжеств и вообще превращение победы в этой войне в официозную полурелигию, какой-то культ, разбавленный быдлокриками с пивасиком на лавочке «мы их сделали» и так далее. Да, то вот эти вот картинки, которые вы сейчас видите, сложно их себе представить было в Советском Союзе, не потому что там какие-то были более правильные моральные устои, а просто потому что там было общество, которое эту войну пережило. Сегодня же я хотел перевести на русский язык один видеоролик, выложенный 9 мая 2022 года на YouTube-канале «Попасная Сити». Это местная СМИ из города Попасная Луганской области, где до 2022 года жили около 20 тысяч человек, а сейчас среди сплошных руин осталось не более 1% жителей. Итак, видео. Попасная всегда отмечала 9 мая масштабно. В этот день собирались вместе больше горожан, чем в какой-либо другой праздник. На площади Героев проводили митинг памяти и поздравляли ветеранов. В этот день вспоминали ужасы войны и наших героев. Звучали известные военные песни, а юные попасняне показывали концертные номера. Ветеранов угощали полевой кашей, а детей мороженым. Люди общались и чтили память погибших минутой молчания. На братскую могилу возлагали цветы. Надеялись, что ужас войны никогда не повторится. Верили в счастливую и мирную жизнь. Последние фразы я специально не стал переводить, но, думаю, вы их и так поняли. Ой, божечки, помоги! Это ужас. Это просто страшно. Я так слова не буду. Весь дом разбомбили, сгорел, рода класс. Убили, Попасную убили. За 3 года войны наша редакция подготовила около дюжины выпусков про бывшие города Донбасса. Бывшими они стали за последние 3 года. Еще в 2021 году там кипела жизнь. Открывались новые детские сады и отремонтированные отделения больниц, высаживали клумбы и проводили спортивные состязания. Теперь же эти города сметены войной. В каждом выпуске про такие города Востока Украины у меня всегда был отдельный блок, посвященный памятным мероприятиям, связанным с Великой Отечественной войной. 8 и 9 мая, 22 июня и 8 сентября. Это день освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. А также 28 октября, день освобождения Украины. Особенно примечателен был случай в Покровске.
Глава Донецкой администрации приехал в прифронтовой город 9 мая 22 года, чтобы принять участие в церемонии вместе с мэром города и местным советом. Совершенно сюрреалистичная картина. Украинские чиновники отмечают День Победы под риском удара наступающих российских войск. Накануне так называемой спецоперации и весь 22 год телеведущие старательно распространяли ложь. В Украине, мол, посносили все воинские мемориалы и запретили День Победы. И этой ложью оправдывали войну, уничтожение украинских городов, мобилизацию и гибель на войне россиян. Я же давал опровержение, иногда даже со ссылкой на российские же новости. Показывал, что памятники, наоборот, ремонтировались и поддерживались в хорошем состоянии. Что вплоть до 22 года включительно 9 мая в Украине отмечали на государственном уровне, как важнейший общенациональный праздник, сразу же после траурного дня памяти 8 мая. Для многих наших сограждан действительно очень важно увидеть, как в городах Украины ухаживают за братскими могилами, как зажигают вечный огонь и по несколько раз в год несут букеты цветов. Однако, надо сказать, в принципе не должно быть разговора о том, что в связи с памятниками и памятными датами можно начинать или не начинать войну, убивать или не убивать сотни тысяч украинцев и россиян. Будто бы жизнь десятков миллионов людей зависит от спора о символах. 8 или 9 мая, красная гвоздика или красный мак, звезда с серпом и молотом или трезуб. Такое мышление еще в 18 веке разоблачал сатирик Джонатан Свифт. В книге про Гулливера он описал войну из-за спора о том, с какого конца надо чистить яйцо, с острого или тупого. Тем не менее, о Попасной стоит поговорить. Это случай особый. Руины этого города были захвачены, или, как принято сейчас говорить, освобождены 9 мая 22 года. Военнослужащие народной милиции вывесили легендарное знамя Победы на администрации города Попасная. 9 мая над городской администрацией города Попасная поднято знамя Победы как символ памяти о победах наших предков, которые добыли ее 77 лет назад. В 70-е в городе Попасная жил Иван Максимов. Мы ничего не знаем об этом человеке, кроме того, что у него была любительская кинокамера под 8-миллиметровую пленку. Пленка эта в советские годы была в дефиците, и кинолюбители снимали лишь то, что считали по-настоящему важным. Для Ивана Максимова это было, например, строительство в Попасной площади Героев. Эти кадры сняты в 70-м году. Стройка, по всей видимости, приурочена к 25-летию Победы. А вот уже открытая площадь со скульптурой Героем войны. Впоследствии Иван Максимов приходил на эту площадь с кинокамерой на 9 мая, чтобы снять празднование. Это 72-й год, у памятника собирается чуть ли не весь город. Обратите внимание, нет никакого карнавала. Дети одеты как дети. 9 мая 75-го. Видимо, по случаю юбилея Иван Максимов раздобыл цветную кинопленку. Ее, как и все остальные съемки, оцифровал и выложил на YouTube сын Ивана, Дмитрий Максимов. Поэтому на всех записях в правом верхнем углу есть вензель МД. Пока вы смотрите кадры, снятые ровно полвека назад, я прочитаю комментарии, которые оставили жители Попасной под этим видео и другими съемками Максимова-старшего. Много комментариев прочитаю. Любимый город. Как же жить дальше? Все разрушено. Кто за это ответит? Мой любимый город, ты снова под обстрелами. Выживи, мирного неба тебе. Этот комментарий написан еще в начале 22 года. Где-то там мой батя. Он воевал с мая 43 по май 45. Себя в том празднике не помню, хотя уже 8 лет было. Было всегда здорово на праздниках и демонстрациях. Было. Где-то там идут моя бабушка и дедушка, 4 сестры и брат моей мамы. Все, не могу, рыдаю. Стоял и я на этой площади среди пионеров, а сейчас нет Попасной. Пришел русский мир и все уничтожил. На этом видео увидел своего отца, которого уже давно нет. Ни хера нет. Злоба, ненависть и жажда мести тем, кто все забрал. Все, кроме памяти. Нет ни вагоноремонтного завода, ни Попасной. Освободили. Какой мир и покой? Дети, птицы, смех, фонтан. Мы этого уже не испытаем никогда в нынешнем времени. Спасибо за те прекрасные годы. Наша любимая Попасная навсегда останется в наших сердцах. Как в молодость свою попал. Все до боли знакомое. Не повторится такое никогда. Сейчас там одни развалины. Дорогая моя Попасная, я помню тебя такой.
Этот город находился под немецкой оккупацией с 41 по 43 год. Сильно пострадал, но после Великой Отечественной смог воскреснуть. По словам местных журналистов, в той войне участвовали 9 тысяч жителей Попасной. Вероятно, оценка завышена. В этом городе на пике жили всего 30 тысяч. Так или иначе, 9 мая всегда было в этом городе главным праздником. И в советские годы, и после распада СССР, и до Евромайдана, и после. В 2014 году Попасная переходила из рук в руки в ходе боестолкновений между украинской армией и народной милицией самопровозглашенной ЛНР. В итоге город остался под контролем Украины и с тех пор на протяжении 8 лет периодически оказывался под обстрелами со стороны той самой народной милиции. Для некоторых российских телезрителей может прозвучать странно, но украинский город особо гордился тем, что каждый год отмечает День Победы, несмотря на удары со стороны ЛНРовских формирований. Например, это прямо проговаривалось в телесюжете из 2017 года. Стреляли сильно. Не страшно? Не, мы уже привыкли. Мы уже привыкли. Традиционно мы проводим этот праздник 9 мая. Даже в 2015 году, после активной фазы боевых действий, мы тоже не отказались от проведения этого праздника, и он был. Упомянутая мною в начале местная СМИ «Попасная Сити» вплоть до 22 года регулярно публиковала на своем сайте на русском языке истории фронтовиков. К примеру, 19 год. «Я приехал за тобой, Саша. История любви попаснянских ветеранов». Младший сержант Александра Глухова стала супругой капитана Николая Печеневского в Берлине. Дорога к месту регистрации брака пролегала через Рейхстаг. На стене этого полуразрушенного дома влюбленные их друзья оставили свои имена. В конце 1947 года семья переехала в Попасную, а начиналась их история с мимолетной встречи на фронте, которая стала для них судьбоносной. Еще в 2011 году историк-краевед из Попасной Иван Башко подготовил книгу с воспоминаниями местных участников Великой Отечественной войны «С войной на «ты». Сборник был издан крохотным тиражом в 100 экземпляров, но в 2019 году журналисты обратили внимание на книгу и стали публиковать главы из нее на русском языке. Продолжились публикации вплоть до начала новой войны в 22-м. Это живые и местами очень страшные рассказы непосредственных участников событий, которых в Попасной очень чтили. Автор книги Иван Башко в течение 10 лет возглавлял местный краеведческий музей, который с момента основания в 1954 году был для города важнейшим местом памяти. В первую очередь о Великой Отечественной войне. Создателем и первым директором музея был фронтовик, кавалер медали за отвагу Семен Петрович Йоффе. В Попасной этого человека после смерти стали называть великим, а в 1917 году даже отмечали 100 лет со дня его рождения. Музей также просуществовал до 1922 года. В него регулярно водили школьников. Вы сейчас видите фотографии, сделанные 11 апреля 1919 года в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Теперь же этот музей уничтожен, как и весь город. После освобождения Попасной 9 мая 1922 года из 20 тысяч жителей там оставались лишь 200 человек, включая 10 детей. Это официальные данные самопровозглашенной ЛНР. В 22-м, в 23-м, в 24-м и уже в нынешнем 25-м году в город периодически наведывались российские военблогеры и журналисты. Это город-призрак. Некогда крупнейший транспортный узел с населением более 20 тысяч человек. Сегодня что не улица, что не дом, это сплошь руины. Был там даже ведущий Первого канала Артем Шейнин. Прочитаю его цитату. «Думал, после Мариуполя ничему не удивлюсь, но ошибся. Попасная меньше и при этом ни одного целого здания. Неважно, прошел ли год после этого освобождения, 2 или 3. Все, кто побывал в Попасной, рассказывают одно и то же. Никакие восстановительные работы не проводятся. Нет света, воды и тепла. Отсутствуют магазины и аптеки. Оставшиеся 200 жителей уже 3 года балансируют на грани голода. Нам дают 2 буханки на человека на неделю. Как можно выживать в таких условиях и с такой пайкой? Это получается как блокадный Ленинград? Ну, нормально, хватает нам. Но зато российские солдаты несут цветы к одному из уцелевших мемориалов. На камеру становятся почетным караулом. Для кого они это делают посреди города-призрака, неясно.
Выглядит такая церемония, как издевательство над теми, кто прежде жил в Попасной. По сути, это издевательство и есть. Мне кажется, те, кто это придумал, лишены каких бы то ни было ориентиров. И исторической памяти в том числе. Благодарность фронтовикам, память о войне и ее жертвах – все это несовместимо с тем, что сотворили люди у власти, имеющие наглость называть себя наследниками победителей или как-то там еще. Кто действительно помнит о 41-м и 45-м, тот никогда не бомбил бы ни Киев, ни Харьков, ни Одессу, ни Покровск, ни Попасную. До завтра.